В этом видео мы посмотрим на лучший аддон на Человека-паука и Венома для Minecraft Bedrock. Он добавляет более 100 костюмов паука, крутые гаджеты и полет на паутине. Тут есть даже возможность открывать порталы через вселенные, чтобы призвать себе паучью команду или вызвать боссов для сражения. И как многие просили, в это вы можете поиграть даже на своем телефоне. А чтобы получить способности Человека-паука, нам сперва нужно скрафтить лабораторный верстак. Материалы для него и других крафтов можно найти в рюкзаках Питера Паркера, которые разбросаны по всему миру. В этом верстаке мы будем делать гаджеты и открывать новые способности для обычного паука и для симбиота. И для крафта сил нам нужны вот такие предметы. Как только я их надеваю, у меня появляются анимации ударов, высокие прыжки и даже ползание по стенам. Костюмы надо делать уже в другой машине, их тут очень много и у каждого разный крафт. Теперь я сделаю веб-шутеры и давайте уже на них полетаем. Приседаю и активируется рогатка, которая позволяет мне запульнуться в воздух. А дальше я могу держаться за ближайшее здание и раскачиваться. По сравнению с прошлой версией, где паутина цеплялась за дядю Бена, полет действительно стал лучше. Также на Shift можно просто притянуться. И в падении я могу делать рандомные трюки, за которые получаю опыт. А если держать Shift и смотреть вниз, то можно сделать удар по земле. Кстати, летать можно не только на паутине, но еще и на крыльях. Вы уже могли заметить в воздухе такие синие круги, и они как раз нужны, чтобы ускоряться. Также можно скрафтить кондиционер, который будет подкидывать вверх. Теперь делаем мультивселенское устройство, и у него есть много интересных функций. Например, можно открывать порталы, где я могу выбрать координаты и любое измерение. Портал открывается, захожу в него и вот так вот очень красиво перемещаюсь и оказываюсь в Энде. Также я могу вызывать других Человеков-пауков или злодеев-боссов. Но, кстати, Венома как босса тут нет, только его способности. И для вызова нам еще нужен мультивселенский чип. Давайте вызовем сюда Майлза, Гвен и Панка-паука. А чтобы они могли тут находиться, надо тоже дать им эти часы. Окей, ребята, вы готовы? Я вызываю доктора Осьминога. А пока они с ним дерутся, давайте я еще покажу вам фоторежим. Первый — это режим селфи. Кстати, рядом со мной еще летает Лайла, помощница. А второй режим позволяет поставить камеру на месте, выбрать себе анимацию и сделать фото. Теперь буду использовать другие веб-шутеры, которые я уже полностью прокачал, и у них есть разные режимы. А именно обычная паутина, ударная, электрическая и вот такой стягивающий гаджет. Побеждаем Октавиуса, и выпадают из него его щупальца, которые я могу использовать для ударов или перемещения. И да, тут можно поиграть даже за некоторых злодеев. Кстати, у этого автора есть еще много аддонов на других героев Marvel и даже DC. Так что, если вы хотите, чтобы я их показал, то, во-первых, поставьте лайк и напишите в комментариях своего любимого супергероя, чтобы я знал, кого вставлять в видео. А для того, чтобы стать Веномом, нам нужно найти упавший метеорит. Вот эти оранжевые блоки являются спавнером симбиотов, из которых они иногда появляются. Теперь нам нужна капсула, которая крафтится вот так, чтобы поймать симбиота. Используем эту капсулу, и у меня появляется маленький Веном возле плеча. Я могу взять этот предмет и трансформироваться уже в полноценного Венома. На первый взгляд у него мало способностей, но нажав Shift, можно открыть целую менюшку, где помимо обилок можно изменить вид камеры и даже выбрать скин. Покупаются они за опыт, и давайте посмотрим, кто тут есть. Веном из фильма, синий костюм, Веном Ли Прайс, Ультимейт Веном, Веном Пул и снежный Веном из Marvel Rivals. Он не летает на паутине как Человек-паук, но у него есть другие фишки для перемещения. Например, можно подтянуться на симбиоте, и работает это не хуже паутины. Но летать Веном тоже может, ведь у него есть крылья. Прямо как в игре и в комиксах, он вот так вот летает. Простые удары Венома выглядят так, и чем больше атак мы будем делать подряд, тем больше будет его урон. А нажав Shift, можно сделать удар по области. Если смотреть вниз и присесть, то Веном уйдет под землю, и так можно перемещаться. А если в это время ударить, то он вылезет из земли и укусит своим огромным ртом. Его первый скилл — это поедание, и он позволяет взять ближайшего моба и просто съесть его. Как мы знаем, Веном любит покушать. Второй скилл — это топор, который можно использовать не только в битве, но и для того, чтобы ломать блоки. И причем копает он не только дерево, а еще и камень и даже руды. Симбиотической рукой можно взять моба и откинуть его, ну или просто раздавить. А если враг на расстоянии, можно использовать симбиотический хлыст. И прямо как в Веноме 3, симбиота можно спрятать, и он будет торчать из моего плеча. При этом я не могу драться щупальцами, но могу использовать буст и даже крылья. Ну и раз мы уже заговорили про фильм, то если бочонок с симбиотом дать лошади, она станет Веномом. Теперь у нее усилены все показатели, такие как скорость и прыжок, а кормить ее надо курицей или печеньками. Совместив ту же капсулу с силами Человека-паука, мы получим симбиотические силы. Способности тоже нужно сначала открыть, ну
Ну и давайте на них посмотрим. В этом меню можно выбрать способность, а также кое-что настроить. А именно выбрать тип симбиота, веном или антивеном, и выбрать костюм, который включится в режиме ярости, но об этом потом. Первая способность — это симбиотический взрыв, прямо как в игре Spider-Man 2. Ну и все остальные способности тоже взяты из игры. Вторая — это удар симбиота, который притягивает меня к врагу и наносит урон. Притяжение позволит вам схватить до 4 врагов и потом ударить их об землю. Также есть симбиотная бомба, которая взрывается при ударе, и противоядная буря. Враги поднимаются в воздух, а потом получают взрывной удар симбиота. Последняя способность — это режим ярости. Он действует 30 секунд, и на это время я становлюсь сильнее, а мои обычные удары заменяются на симбиотное комбо. Возвращаемся в лабораторный верстак, ведь тут еще много чего можно скрафтить. Например, лапки Железного Паука. Они работают с любым костюмом и даже подстраиваются по цвету, но я, пожалуй, возьму их настоящего владельца. А сражаться мы будем против Шокера. И как обычно, тут есть менюшка с атаками, где по умолчанию стоят удары. Я делаю 2 обычных удара и с третьим подпрыгиваю вперед. А Шокер, конечно же, стреляет энергией и сильно отталкивает. Моя вторая атака позволяет броситься вперед, нанося урон врагам на своем пути. И третья — это выстрелы из репульсоров. Кстати, при надевании любого костюма добавляется еще одна способность, и можно сказать, это спецатака. По умолчанию стоит паутинный цветок, что очень помогает, когда врагов много, но это можно заменить и на другие способности, которые сначала надо скрафтить. Например, голографические клоны. Они приманивают мобов и забирают внимание на себя. Также есть Блиц, который меня ускоряет и позволяет сбивать врагов с ног. Есть электрический удар, я так понимаю, это способность Майлза. А моя любимая — это равные шансы. С помощью этой штуки я могу убить любого врага с одного удара. Но при этом у меня полсердечка, так что меня тоже легко убить. И самое крутое, что это работает даже на боссах, у которых бывает больше 1000 хп. Например, на ящере, у него их 1200, и главное выждать правильный тайминг и ударить. И вот ящера как и не было. Есть еще рокаут Панка-паука, где на секунду можно услышать знакомую мелодию. Ставь лайк, если заплакал. Последняя способность — это духовный огонь Паука-призрака, который будет дамажить ближайших врагов. Как вы уже поняли, этот аддон сильно вдохновлен играми о Паучке от Insomniac, и сюда завезли даже задания Таскмастера. Иногда в мире будут появляться специальные компьютеры, где можно начать миссию. И первое задание — это победить 5 бандитов, за что вы даже получите награду в виде полезных ресурсов. Всего таких челленджей будет 5, и финальный — это битва с самим Таскмастером. Он примерно такой же, как и другие боссы, а выпадает из него костюм и меч. Также аддон добавляет много новых структур. Например, в болотах можно встретить дома и башни заключенных. Правда, ничего полезного вы у них не найдете. А в джунглях стало намного опаснее, ведь теперь там появляются охотники Крейвена. Есть вот такие с арбалетами и замедляющими стрелами, и другие с мечами для ближнего боя. И еще у них есть летающие дроны и собаки-роботы, которые на вас кидаются. А если очень повезет, вы найдете вот такой огромный Daily Planet, на последнем этаже которого сидит Джей Джона Джеймисон. И он обменивает фотографии Человека-паука на алмазы. Стоп, мое паучье чутье сработало. Это же зеленый гоблин. Очередной босс, который в меня стреляет и кидает тыквенные бомбы. Ну и еще он летает, поэтому его очень сложно достать. Кстати, здесь есть 2 его версии, комиксные и из фильма Сэма Рэйми. Выпадает из него целый набор: костюм, глайдер и тыквенные бомбы. И теперь можно почувствовать себя настоящим зеленым гоблином. Но можно было не заморачиваться и просто скрафтить глайдер в лаборатории. Помимо этого, тут есть еще Спайдер-байк и Спайдер-мобиль, на котором можно покататься с друзьями. Marvel Зомби, Железный Человек и прочие герои есть в других аддонах этого автора, так что пишите в комментариях, что хотите увидеть. А также ставь лайк, подписывайся на канал и посмотри вот это мое видео про трансформеров в Майнкрафте, тоже в Бедроке.